Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что переходите, подписываетесь и в Телеграме, и здесь, на YouTube, пишите свои комментарии и переживаете за все то, что происходит в Украине сейчас. Прямо сейчас со мной на связи известный украинский философ Сергей Датюк. Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте. В прошлую нашу встречу вы сказали сакраментальные слова, что если на этой неделе ничего не начнется, то можно уже и не начинать. Началось, но позже. Ну, понятное дело. Нет, как раз тогда и началось. Ну вот как раз через неделю и началось. Что можно сказать о вот этих первых 7 днях? Ну, эксперты так выписывают, что 7-8 дней начала наступления вооруженных сил Украины, примерно такой отрезок времени. Есть, да, сообщения западной прессы о потерях в технике, есть успехи определенные, заход в новые села, их прям несколько на южно-донецком направлении, но как-то не вяжется с прогнозами там, месячной, двухмесячной давности, что каким будет наступление, определят вот первые 4-5 дней. Какие мысли ваши по этому поводу? Мои мысли, что любое наступление, и пора перестать его называть контрнаступлением, потому что оно было, когда еще было российское наступление. Сейчас понятно, что россияне уже не ведут наступление, во всяком случае, в последних днях. Ничего такого нигде не слышалось. Поэтому это не контрнаступление, это наступление. И как наступление оно означает переход стратегической инициативы к украинцам. Это первый момент. Второе – это изменение психологического ландшафта внутри Украины. С одной стороны, поддержка украинцами наступления и наших первых, пока еще робких, маленьких успехов. И при этом обострение дискуссии в обществе о том, как мы должны это переживать. Какая эмоция правильная, что именно мы должны делать, поддерживать наших или ненавидеть русских. Если ненавидеть русских, то каких, за что, насколько сильно. Должны ли мы смаковать смерть, гибель. То есть актуализировались все те вопросы, которые фактически актуализируются во время любой войны. Если мы думаем, что мы первые попали в эту ситуацию, то это не так. Мы не первые в ситуации войны и переживания войны оказались. И до нас люди переживали, делали свои выводы и пытались сохранить очень немногие вещи, которые должны быть сохранены среди войны. А это именно свобода, право на самовыживание, право на самоизменение. И все это можно объединить как достоинство. То есть как бы свободу и достоинство, или скажем так, даже достоинство прежде свободы. Хотя это, конечно, вопрос философский, что более важно. С моей точки зрения, достоинство более важно, потому что достоинство в том числе определяет достойную свободу. А свобода не может этого сделать. Потому что мы совершенно свободно можем выбрать рабство как таковое. И когда мы придем к рабу и скажем, ну а что ты раб? Он говорит, я выбрал свою участь совершенно свободно. В этом смысле раб, выбирающий рабство свободно, действует недостойно. Именно поэтому достоинство прежде свободы. Но и потом достоинство тоже определяет, что есть достойным, переживать жизнь или переживать смерть. Считается, что как бы там ни было, ты не должен радоваться ни своей смерти, ни смерти врага твоего. Убивать ты можешь, но радоваться не надо. И это тоже про достоинство. Вот почему достоинство это так важно. И с моей точки зрения, украинцы должны не просто победить. Украинцы должны победить достойно
оставаясь достойными. Вот это более важно, потому что я сегодня пост написал, и развернулась дискуссия и у меня на странице, и у Олега Хомяка, который перепубликовал мой пост. И там на полном серьезе, у меня там 11 пунктов, и есть 6-й пункт о том, что если мы не сохранимся достойно, если не сохраним свою душу, то территория мало будет что значит. И вот по поводу этого 6-го пункта больше всего возражений. Говорят, ну это метафора, конечно, потому что нам все важно. Это не метафора. Это действительный выбор войны. Что нам важнее? Территории или достоинство, свобода, душа? Вот это кажется, что это такой метафорический оборот. Что, конечно, хорошо бы и достоинство, хорошо бы и территорию, но так не бывает. Мы должны определить, что нам важнее. В этом смысле для меня важнее всего души людей, достойных людей, свободных людей. Вот это самое важное. А территория это такое дело. Мы вот жили там 8 лет без Крыма, ну или уже почти 9 лет, да, без Крыма, но с достоинством. И именно достоинство нам позволило рано или поздно поставить вопрос о возвращении Крыма и приступить к его возвращению. Вот почему вот это вот внутреннее состояние, оно сверхважно во время войны. Толстой в «Войне и мире» писал, что победа зависит от того чувства, которое внутри нас, и того чувства, которое внутри врага. И чье вот это вот внутреннее состояние, внутренняя убежденность, мораль, достоинство, свобода окажется сильнее, тот и победит. Не тот, у кого больше оружия, не тот, кто богаче и у кого больше денег, не тот, кто сильнее, а победит тот, кто достойнее, в ком живет свобода, в ком живет убежденность в необходимости сохранять душу. А душа что такое? Ну это ж тоже в дискуссии зашла одна психологиня и говорит, вы не имеете права рассуждать про душу, потому что это профессиональное дело психологов. Ну я ей, конечно, не стал возражать, но странное ведь дело складывается. Психологи почему-то считают себя специалистами по душе. Но это не так. Ну, то есть это только часть правды. Потому что специалистами по душе также являются литераторы, представители искусства, художники, историки, политики, спортсмены. Вот я так и вижу, разговор психолога с спортсменом. Психолог говорит, я вот специалист по психике, а мол, что ты типа там поднимаешь штанги и висишь на турнике. Но в действительности, как говорит философия общей медицины, в здоровом теле здоровый дух, и здоровый дух это прежде всего здоровая душа. В этом смысле спортсмен не менее философа отвечает за душу, не менее психолога в ней специалист. Вот в этом мне представляется самая большая важность. И поэтому, подытоживая, хочется сказать, мы воюем не столько за территорию, сколько за души, свободу и достоинство людей. Тех, в ком это все сохранилось. И не воюем за тех, кто от этого всего отказался. И это очень сложная философия, оказывается. Нет, Мне здесь казалось, это так просто. нужно понять, людей, которые идут в наступление, или людей, которые, скажем так, за спинами оккупантов ждут наступления. Не имеет значения. Понимаете, нам только кажется, что люди, которые идут в наступление, идут сами по себе. Без той поддержки, которая у них за спинами,
без знания, что где-то тебя ждет твоя жена, сестра, мать, твои сыновья, дочери, твои родные, близкие, твои сограждане. Вот без знания этого никто никуда ни в какой бой не идет. Очень редко люди умирают за какие-то свои идеалы, которые не связаны с другими людьми. Ну, например, я пришел на бой, чтобы показать свою личную удаль, как я хорошо стреляю. Такое бывает, но это очень редко. Как правило, в своем большинстве люди воюют именно потому, что сзади них матери, жены, дети, сограждане. Вот они за это воюют. Без этого никакой победы не бывает. У оккупантов такая же история? Нет. Они не за это воюют. И это как раз проблема, почему они проигрывают войну. Ведь перехваты последних дней показывают, что моральный дух врага падает. Почему? А они не понимают цели войны. Они пришли убивать нацистов, а увидели, что тут нацистов нет. Они заходят, контактируют, а тут, на украинском и на русском с ними говорят. Апеллируют тем же представлением. И они не понимают, против каких нацистов они воюют. И вот непонимание цели войны очень сильно снижает моральный дух. Более того, они прекрасно знают, что у них внутри в России свободы нет. Что им запрещено о многом говорить. Да, в конце концов, им запрещено войну войной называть. Вы представляете, как это сказывается на моральном духе людей, которые воюют? То есть он воюет, а ему говорят, ты не называй это войной, ты называй это СВО. Какое такое СВО? И что это за СВО? Почему я в СВО? Что такое СВО? Какое цели в СВО? Денацификация. А где нации? И все на этом заканчивается. Потому что вот это и есть проблема. Отсутствие возможности осознавать себя достойным на войне. Это как тысячи хаймерсов, F-16 и тому подобных патриотов. То есть это намного более сильно. Осознавать себя достойным на войне. Осознавать себя принадлежащим к той общности, которая за свободу, за сохранение души, за сохранение достоинства. Вот за это. И вот это в конце концов ведет к победе. Вы несколько раз повторили вот это понятие свобода, война за свободу. Но для многих война – это не свободный выбор. Почему? Почему не свободны? Но мы же не выбирали войну. Ее в России не выбирали. Там заставили идти на войну. А мы сами сделали этот выбор. Те, кто пришел в военкомат, в своем большинстве пришли сами. Совсем не так, как в России. Конечно же, у нас есть те, кого насильно мобилизовали, кто хотел избежать этого. Все это есть. Я говорю об общих тенденциях. Мы сделали этот выбор свободно, а в России этот выбор был сделан принудительно. Вот в этом разница. Там тоже есть добровольцы. Есть, конечно. Их теперь Шойгу пытается окучить и подписать под Минобороны. Я же говорю об общей тенденции, а не о том, кто где есть. И там есть те, кто свободно пришли на войну. Но у нас их больше. Вот в этом как раз и состоит в том, что наша война справедливая, мы свое и свою землю, и своих защищаем. А они грабят чужое. И это подрывает моральный дух. И от этого никуда не деться. Они же видят это каждый день. Что они убивают такие же, как они, что они грабят, насилуют. Они это видят. Вот именно это снижает моральный дух. Именно это. Потому что мы же можем апеллировать к каким-то общим вещам. Например, слово о полку Игореве – это чей памятник?
Ну, и украинская, и русская Википедия утверждает, что это древнерусский памятник, или памятник древнерусской культуры. И пускаются в длинные языковые анализы. Мол, типа, это больше к украинскому языку или больше к русскому языку ближе. Но суть-то не в этом. Суть в том, что слово о полку Игореве – это памятник мотивации свободы, да? Как потом Бородин сделает арию князя Игоря, да? О, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить. Да, это о свободе, да? Это о душе. И квилить плаче Ярославна, утыли на валу на браме, да? Это о душе. Это о достоинстве. Вот поэтому Украина сегодня продолжатель слову о полку Игоревым, а Россия нет. Она может 1000 раз написать в своей Википедии, что это памятник, на котором стоит ее культура, но это будет вранье. Потому что Россия сегодня не за свободу, не за душевность. Она утратила эту связь с древнерусскими корнями. Она уничтожила тот Новгород, да? Который, собственно, представлял из себя свободу. А мы являемся наследниками. Она предпочла пойти в рабское услужение татаро-монголам. А мы предпочли умереть, но не сдаться. Вот это принципиальная разница. В критические моменты мы всегда выбирали свободу. Вот это есть принципиальная разница. И даже когда входили в какие-то союзы, мы восставали против несвободы. Восставали. И это принципиальная вещь. Поэтому мне представляется, что сохранение исторической справедливости – это сохранение верности тем ценностям, которые были зафиксированы еще в Древней Руси. Вот этот момент важен. Этот момент. Ну, Сергей, понимаете, насчет свободы в Украине, ну, это прям отдельная тема для разговора. Почему отдельно? Ну, давайте ее поднимем, в чем проблема? Вы просто понимаете, вы когда говорите о том, что украинцы, они за свободу, но свободы у украинцев все меньше. Это правда. Во время войны свободы очень сильно урезаются. Но заметьте, да? Чего мы можем в Украине, чего не могут русские? Принципиально не могут. Во-первых, мы во время войны можем критиковать своего президента. И нас за это не посадят. Во-вторых, мы можем называть войну войной. И нас за это не посадят. В-третьих, мы имеем доступ к Фейсбуку. И можем писать черти чего. И нас за это не посадят. В-четвертых, мы можем свободно критиковать войну и военные действия даже своей армии. И нас за это не посадят. А вот в России все не так. Поэтому, конечно же, во время войны количество свободы уменьшается. Но в Украине этой свободы осталось намного больше, чем в России. Вот в этом, мне кажется, преимущество. Но как это вышеперечисленное влияет на победу? Прямым образом оно поднимает моральный дух. Я вспоминаю первые дни войны. Значит, решили в России создать философский фронт. Ну, прислали мне ссылку. Я просмотрел ровно 5 минут. Рассказываю, что я там услышал. Они создали фронт и наткнулись на то, что... Постойте, фронт, это же война. Ну у нас же войны нет. Фронты бывают только в войне. Специальной военной операции никаких фронтов не бывает. Ну, мы не можем называть это войной, значит, фронта быть не может. Ну, мы будем думать так, как вроде бы мы, ну, как бы фронт, но фронт как бы не в войне. Ну, вот на этом их философский фронт и закончился. То есть, вдумайтесь,
Вы пытаетесь создать фронт. Благородное же в общем дело. И вдруг на первой пятиминутке оказывается, что вы не можете создавать фронт, потому что он есть только в войне. А у вас СВО, а не война. И все. И на этом все закончилось. И это же посмешище. Это мыслительное посмешище. Когда люди с доброй душой пытаются создать философский фронт, и вдруг оказывается, что никаких фронтов в специальной военной операции не бывает. Все. Сегодня Дмитрий Медведев опять как бы, ну, День России, он озвучивает претензии на Киев. Причем очень интересно, не в своем стиле, он обычно пишет тексты разные, а здесь текст короткий, но... Ну, начнем с того, что Медведев не пишет свои тексты, за Медведева пишут эти тексты. Медведев только ширма, под которой публикуют эти тексты, насколько мне известно. Ну, обычно на его телеграм-канале или там в его ресурсах тексты, а сегодня картинка с Майданом Независимости, прифотошопленным триколором вместо украинского флага и надписью, что Майдан Независимости, да, скоро площадь России. А это, это же, ну, как свидетельство чего? Вот подобное. Ничего. Ну, смотрите, то есть я вот просто представляю там день... Ну, я могу тоже взять картинку и нарисовать. Нет, подождите, здесь мы все можем взять и нарисовать, Сергей. Ну, вот смотрите, то есть у нас День независимости Украины, ну, например, да? И мы вот украинцы, какой-нибудь, не знаю, там, ну, Данилов, хотя Данилов может, наверное, ну, неважно. Берем, например, Москву и в фотошопе дорисовываем там украинский флаг. И всех поздравляем с Днем независимости Украины. Если вот кальку эту просто развернуть местами, то как-то вот начинаешь предметнее осознавать, да, ну вот, мотивацию. Что двигает Медведевым? Свой день независимости, в свой день независимости, надо думать о себе. Я бы очень хотел, чтобы в украинский день независимости мы думали про Украину и совсем не думали про Россию. Вот Россия пока не может себе этого позволить. Она даже в свой день независимости думает про Украину. Ну, конечно, нам это лестно в каком-то смысле, потому что думает она негативно. Но все-таки оказывается, что мы для России на сущностном уровне. Потому что с нас началась Россия. И с нас придет конец России. То есть Украина закроет проект Руси. А вот мы можем себе позволить не думать о России. Никак. Ни хорошо, ни плохо, никак. А думать об Украине. Вот это принципиальная разница. Независимость – это когда ты не думаешь о враге. Никак, ни хорошо, ни плохо. Вот это независимость. Как Украина закроет проект России? Ну вот сейчас это происходит у нас на глазах. Наблюдайте внимательно и увидите как. Мы прям присутствуем. Вот уже это происходит. Уже происходит завершение проекта Руси. Просто России, Руси. И мы приступим к построению чего-то другого. Не Руси. Будет ли это Европа, будет ли это мир, человечество. Не знаю. Определимся. Ну, то есть Россия, получается, сражается за Русь. А мы за то, чтобы проект Русь закрыть. Ну, мы сражаемся, скажем так, за ценности Руси. Чтобы закрыть проект Русь. Чтобы закрыть сам проект, да. Ценности взять, а сам проект закрыть. Потому что проект Руси оказался плохо продвигающий эти ценности Древней Руси. Свободу, достоинство, чувствование, душевность. Да? Вот он оказался плохо продвигающим. То есть нельзя сказать, что в России его вообще не продвигали. Там тоже были свои достижения, очень значимые, очень выдающиеся. Но в конечном итоге это все привело к тому, что эти изначальные посылки, да, установки были забыты. А Россия приняла путь украинофобии. А мы русофобии. Ну, я не скажу, что для нас русофобия является сущностным. Для некоторой части общества – да.
где-то для 15 частей, 15% нашего общества русофобия является значимой. Но это гораздо меньше, чем в России украинофобия. Гораздо меньше. Там больше половины ненавидит Украину. А у нас все-таки 15% России. Так что и с этими даже 15, я думаю, мы как-то справимся. Потому что в конечном счете их тоже можно понять. У них есть травмы, у них есть их память коллективная, неотмщенная. Я их прекрасно понимаю. Но брать это на щит и делать из этого идеологию я бы не стал. Поскольку ненависть это плохо. Не для врага, для тебя плохо. Просто вот все равно получается достаточно странно. Ценности хорошие, а проект плохой. Как так? Ну да, так и бывает в основном. Ценности, ну как бы за все хорошее против всего плохого, а проекты могут быть разные, могут быть хорошие, могут быть плохие. Так оно, как правило, и бывает. Но я вообще не сторонник говорить о ценностях, я сторонник говорить о принципах, об установках. Но это как бы такой нюанс, который важен для, ну, для нас, да, для тех, кто пытается подумать об этом. Вот. Ну так, для широкого употребления можем упрощенно считать это ценность. Угу. Ну, то есть, закрытый проект Русь. Что означает? Ну то и означает, что общность территориальная, языковая, культурная, которая проблемно могла удерживать установки на свободу, на душевность, на волю, на вольности, вот она не справилась с этой задачей. И поэтому она должна быть реформирована. Вот война это способ такой реформации. Проект Русь закрыт этой войной. Ну, война на нашей земле. Ну, первый год, да. Но я думаю, что вот последние месяцы она не только на нашей земле. Нам удалось ее частично, да, как бы робко пока, осторожно еще переносить на территорию России. Что правильно. Что правильно. Просто если мы закрываем проект Русь, то Россия, да, пытается закрыть проект Украина. Правильно? Я бы не сказал, что у него есть такие полномочия закрывать проект Украины. Так, Не она его открывала, не ей его и а закрывать. у нас есть полномочия закрывать проект Конечно. Русь? Мы же его открывали. Мы родоначальники проекта Русь. Мы существовали задолго до России. Мы родоначальники, и по праву родоначальника мы имеем такое право. И потом, увидев, что проект идет не туда, мы пересмотрели, мы переопределили его в проект Украина. То есть, опять-таки, мы инициаторы. И что-то заканчивать есть у инициатора, у него есть такое право. Поэтому ни проект Русь Россия не начинала, ни проект Украина Россия не начинала. Поэтому не ей и то, и другое заканчивать. У нее нет морального права на это. Ну и, как она показала, и мыслительного стратегического права тоже нет. То есть она подтвердила своими дикарскими действиями. Она действует как дикарь. Сергей, с этим наступлением вооруженных сил Украины конец войны будет ближе? Что назвать концом войны? Наступление мира, закрытие проекта Русь. Это произойдет не скоро. Мой прогноз, до 25 года мы будем колбаситься в том или ином виде. Военные действия, может быть, даже через год основные активные военные действия будут закончены. Но война не закончится. Я думаю, что и после 25 года мы еще будем очень долго выяснять последствия. Потому что подлинное окончание войны – это иной миропроект. Пока не возникнет иной миропроект, война не закончится. Иной миропроект. Что, ну, скажем так, подразумевает эта формулировка? И
вот наше, да, стремление в Европейский Союз, в НАТО, нас всячески как бы кормят обещаниями, но ничего из этого, ну, не выгорает, и мы это видим по заявлениям, по крайней мере, последних, даже последних дней. Создавать свое или вступать в что-то новое? Какой путь выбирать в воюющей стране? Я считаю, что ситуация, в которой оказалась Украина, в чем-то для нее даже лестная. Понимаете, потому что ну, взять в Европу Румынию, Болгарию и даже Польшу особых проблем для Европы не составило. Ну, то есть, как бы взяли и забыли. А вот взять в Европу Украину, это требует огромного напряжения мыслительных, волевых, стратегических, интеллектуальных усилий. То есть Украина не может просто так войти в Европу, как вошла там Румыния, Болгария или Польша. Мы слишком сложны и важны. Как по своему положению, так и по своему значению. Потому что мы Средиземье. Мы Хартланд. Тот, кто владеет Хартландом, владеет, в общем-то, мировым островом. Это один из принципов политологии, геополитики А мы Хартленд чего? мирового острова Евразии. Ну, просто что обычно, да, насколько я встречал, Хартленд Евразии, он там район Урала, вот там, где Тибет, вот это как бы считается Хартландом. Нет. Это попытка натянуть саму на глобус. Хартланд – это вот фактически срединная земля. Это Беларусь, Украина, Прибалтика, отчасти Польша. Вот это Хартланд. Это то, что Тимти Снайдер назвал кровавыми землями. То есть там, где больше всего крови, потому что именно эти территории важны. Ну, посмотрите, ну какая кровь до Урала? Ну какая? Ну про что мы говорим? Это кровавые земли. Сокровище твое там, где сердце твое, там, где кровь пролилась, там и Хартланд. Кровавые земли – это и есть тот самый Хартланд, за который все воюют. На ваш взгляд, цель украинцев в этой войне, она какая? И как будет меняться вот до 25 года, если, ну, как бы рассматривать ваше видение движения к концу войны? Цель украинцев – создать общность, которая бы позволяла, сохраняя свободу, реализовывать волю и вольности, да? Вольности как выражение свободы. То, как это будет сделано, находится в обсуждении. Кто-то говорит, это должна быть этническая нация, кто-то говорит, должна быть политическая нация, кто-то говорит, должна быть цивилизация, кто-то Европа, кто-то всечеловечество. То есть, кто во что гораздо. Мне представляется, что по результату мы выйдем на представление о цивилизационной европейской составляющей и в пределе на человечество. Рано или поздно так и случится. Но, скорее всего, это случится поздно, чем рано. И пока мы можем обсуждать то, как мы видим свою общность. Я точно вот не принадлежу к тем, кто видит ее как этническую или даже политическую нацию. Я скорее вижу как прототип европейской цивилизации. И что Украина вынуждена будет поставить вопрос о сущности, мотивациях и трансценденции Европы, а заодно и человечества. Мы вынуждены будем это сделать. У нас других не останется ходов хороших. Поэтому здесь, на нашей территории, сейчас решается судьба, прежде всего, Европы, а затем и всего человечества. И это правда. Есть ли, ну, это мы как бы размышляем, перспектива, что закрытие проекта «Русь» закончится, ну, таким цивилизационным разломом,
И вполне вероятно, что, ну, условно, да, не буквально, а вот условно, по Днепру. Что я Ну, имею в виду? Днепр вряд ли будет, Нет, ну как бы, смотрите, я просто сосредоточен. поясню, почему я вот употребляю Днепр, да, вот по Днепру. Не потому, что там это политическое деление, или там кто-то увидит в этом какое-то деление Украины политическое, которое было в прошлые годы, там, да. Нет, не в этом смысле. А вот в физическом смысле. Потому что мы видели подрыв плотины Каховской ГЭС. Мы наблюдаем сейчас, ну, сообщает ГУР Минобороны о том, что есть претензии, да, и серьезные, да, вот перспективы того, что заминированный там завод Крымский Титан может тоже техногенная катастрофа постигнуть. Русские могут взорвать свой же завод, ну так сообщает наш ГУР. Аммиакопровод, ряд дамб, Запорожская область, Донецкая область, и это вот прям сейчас происходит, это не старое сообщение. То есть неким технологическим, техногенным образом будет, ну вот условно, отсечена какая-то территория Украины, чтобы физически к ней, ну, не добраться. И вот... Технологические катастрофы слабо влияют на структуру или картографирование цивилизации. Если в пределе рассмотреть эту войну, то это вовсе не война Украины и России. Это двойная прокси-война Китая и США. Скорее всего, мы окажемся на разломе между китайской и западной цивилизацией. И, скорее всего, граница будет походить по Уралу. И никакие катастрофы на это повлиять не могут. Даже если часть этих территорий окажется не приспособленными к жизни, то это никак не повлияет на географию. Там будут просто пустые места, да? Безжизненное пространство. Но цивилизация, она не привязана к территории и ко времени. Она привязана скорее к представлениям ориентационного характера. И коль скоро мы выходим на большую концентрацию, да, что, грубо говоря, должны остаться только две цивилизации, которые будут между собой конкурировать. Китай и Запад. Куда склонится Индия, это большой вопрос. К Китаю или к Западу? И фактически это и будет предвестником образования всечеловечества. Потому что когда оказываются признающие друг друга и не желающие истреблять друг друга ядерными средствами две части человечества, человечество построить гораздо легче. Даже если мы переживем еще одну более страшную, чем эта войну. Для цивилизационных образований это принципиальное значение не имеет. Понятно, что в мире уже определились две цивилизации, которые будут конкурировать в ближайшие десятилетия, а может быть даже столетия. Это Запад и Китай. Все остальные должны самоопределить. Я правильно вас понимаю, что именно поэтому Украина, по этому заданию Украина закрывает проект «Русь»? Нет, проект «Русь» просто себя исчерпал. А то, что при этом мы пытаемся создавать свою цивилизацию, сейчас обсуждаем, мы входим в западную или создаем свою отдельную, но я не думаю, что у нас хватит сил создать свою отдельную от Запада. Мы очень сильно принадлежим западной цивилизации, чтобы создавать какую-то отличную от нее. Ну, то есть получается, что условно, да, ну, по крайней мере, декларирующий многообразие, там, суверенитеты Китай будет противостоять, ну, такой унифицированной глобалистской цивилизации будущего. Цивилизация не противоречит концепции суверенитета. Цивилизация строится поверх политических и всяких иного плана суверенитета. Цивилизация – это общность
установок этического плана и трансценденций. Вот это цивилизация. Цивилизации не мешают суверенитеты. Цивилизация кладется поверх суверенитета. Поэтому суверенитет это не из языка цивилизационной антропологии. Суверенитет это из языка геополитики. Ну, тогда все равно непонятен мотив закрыть проект Русь. Почему его нельзя спасти? Но по украинским уже, ну как, представлениям и взглядам. Когда вы готовите ловушку на зайца, то вы понимаете, что вы готовите ловушку на зайца. Когда заяц пойман, ловушку разбирают. Потому что, например, вам не нужен больше заяц. Может, вы хотите на волков охотиться или на лисиц, или вообще стрелять в куропаток. Это ж, ну, как бы, жизнь меняется, и наши ловушки меняются. Вот Русь это была такая ловушка. Мы что-то поймали. А заяц кто? Ну, а заяц это, собственно, наша, условно говоря, экзистенция с некими трансцендентными пределами. Вот мы что-то поняли о себе. Как-то жили, как-то существовали, как-то развивались. Но теперь, как бы, все возможности этой ловушки исчерпались. Нам надо другая ловушка. В конце концов, Русь, она же для людей, а не люди для Руси. Не надо ее обожествлять и как бы делать из нее фетишники. Русь был хороший проект. Что-то позволил нам понять. Ну, не идеальный, да. Мы периодически, как Украина, оказывались между жерновами, теряли людей, терпели разрушения. Ну, как сейчас, да. Да. Поэтому, ну а что нам спасать-то Русь? Она изжила себя. Два субъекта этого проекта схлестнулись в войне. Не на жизнь, а на смерть. Поэтому общего проекта Русь у них больше не будет. Россия никогда не демонстрировала способности смотреть на тысячелетия. Она для этого трансцендентно слаба. Стратегически слаба, мыслительно слаба. Попытка ее воспользоваться придуманным не у ней, да, не ею, марксизмом, позволили ей худо-бедно просуществовать еще лет 100. Но и этот способ исчерпался. Можно было, конечно, в конце 20 века напрячься, переосмыслить все, заложить новый цивилизационный проект. Но сделано это не было. Решили идти по пути ресентимента, как вы говорите, спасти то, что есть. А оно оказалось неспасаемым. Мышления нет, стратегии нет. Потенциала, чтобы Россия удержала проект Русь, я не вижу. Поэтому будет что-то другое. Независимо от того, что там себе думает Россия. Ну, здесь я не хочу заходить в дискуссию, там, что насколько далеко смотрели там в Украине, да, ну, имею в виду будущее, и насколько у нас наша мысль. Это не важно. Это не важно, кто куда Подождите, смотрел. но если вы важно, говорите, что важно, что в России как бы никогда не видели будущего, то важно же про Украину сказать. Мышление возникает вспышками. Такая вспышка была в Европе в 19 веке и в начале 20-го. Потом такая же вспышка была в Европе в 60-е, 70-е годы. Сейчас такая вспышка в Украине. Хотим мы это признавать, не хотим мы это признавать. По факту. Поэтому мы думаем сейчас, да, о будущей цивилизации, которая не Русь. И не наша. И, ну, почему? Это наша. Ну, погодите, и не наша. Что значит наша? А что значит, ну, скажем так, ну, не Русь? Мы думаем о том... Украина – это осколок цивилизации Руси. Мы думаем о том, что мы не строим. Не думать цивилизационно, а думать концепции наций. Это очень примитивное мышление.
Да, оно позволяет отстоять свою независимость там, в пределе там, сотни, полтора сотен лет, но не более того. Цивилизации меряются тысячелетиями. Минимальный срок для цивилизации 600 лет, а нормальный срок для цивилизации 3000 лет. Вот такими масштабами, собственно, и надо думать. А, Я хотел бы еще затронуть в нашем с вами разговоре, ну, кроме, скажем так, вот этого действительно важного момента, момента жизни в Украине, жизни вот в этот период войны. Привычка войны, власть во время войны, отношения украинца и власти тоже во время войны. Это не тот глобальный предел, там цивилизационный выбор, которому уделяли внимание выше. Это более насущные и, наверное, скоротечные моменты. Но вам не кажется, что процессы отношения там, украинца и власти война делает уже какими-то необратимыми? Не знаю, в моей жизни представление о власти занимает слишком мало места, чтобы это как-то влияло на мою повседневность. И я не живу в мире, где власть имеет какое-то значение. Причем давно. Если вы почитаете мои тексты, то я там ничего не пишу ни о властных раскладах, ни об интригах, ни о каких-то политических перипетиях. Мне это неинтересно просто. Я не живу в этой реальности. Поэтому меня вот про это спрашивать, ну, как бы смысла не имеет. А подумать о повседневности, ну, это можно сделать, но только повседневность у всех различная. Кто-то воюет на фронте, кто-то воюет в Фейсбуке, кто-то думает о будущем. И это разные миры. Пока Facebook позволял мне что-то обсуждать в мыслительном плане по будущее, я тратил на это больше времени. Facebook перестал во время войны, ну, став слишком агрессивным, позволять мне это делать. Я перестал вести дискуссии. Я, конечно, транслирую там какие-то события из того, что я делаю, но не вступаю в дискуссию. Потому что, ну, среда военная, она слишком токсична. Это не что-то такое, ну, как бы уникальное. Это всегда так во время войны. Но в моей жизни власти нет. В завершении нашего сегодняшнего разговора, Сергей, я бы хотел несколько слов услышать. Ну, у школе о власти вы ну, не размышляете, то о личностях, наверное, стоило бы поразмышлять. Сегодня стало известно, что на 87-м году жизни умер Берлускони. Действительно, это, ну, скажем так, прям целый период, да, прям, ну, там пишут наши паблики «друг Путина», там, ну, кто чей друг, это, скажем так, это уже отдельная история. Мы видим, что, ну, вот прям прошлый год, вот уже этот год, да, вот определенные знаковые люди, знаковые фигуры, личности, причем такие политические, олицетворяющие перемены, ну, вот уходят. На ваш взгляд, новые отличаются от уходящих? И в какую сторону? Потому что, ну, я встречал мысли о том, что вот, мол, тогда были, да, мыслители, люди, правители, руководители, ну, вот действительно, скажем так, с кругозором, мышлением. А сейчас вот эта часть политической там надстройки государств, она, ну, как бы вот деградирует, как вот эксперимент в школьной лаборатории с дрозофилами, да, вот это вот мутации, когда изучают в школах, берут, там, размножают и видят, как они перерождаются. Что вы думаете по поводу личностей в истории и процесса перерождения политиков? Ну, понимаете, как бы есть целое направление в искусстве, которое, например, осмысляет жизнь Нерона, Калигулы. Берлускони в каком-то смысле удалось повторить социальную модель жизни этих известных исторических персонажей.
Уж по части коррупции и разврата в политике Берлускони может посоперничать с Нероном и Калигулой. Но интересен ли мне он хотя бы даже как личность, не говоря уже о его душе или его самости? Нет, не интересен. Я не интересуюсь его жизнью, как и жизнью многих развращенных и коррумпированных личностей в политике. Поэтому думать, что это что-то поменяет или это вызовет какой-то резонанс у людей, не стоит. Знаете, когда уйдет из жизни Путин, многие у нас будут радоваться, но ведь уже сейчас понятно, что дело в России вовсе не в Путине. И у России такие вызовы, которые никакие личности даже рядом не стоят. Ибо ей переосмыслять надо последние как минимум 500 лет свои. Хотя бы. Поскольку больше-то у нее и нету. И неспособность это сделать, собственно, привело ее туда, где она сейчас находится. Собственно, и в Украине та же ситуация. Хотя ей гораздо меньше придется осмыслять, всего лишь как-нибудь лет 200, как Украине. Ну а если захочет вести свой отсчет от Руси, то по меньшей мере 1000 лет. Но это же если она захочет. Потому что вы же понимаете, приписать себе слово о полку Игоря только на том основании, что оно в языке близко, это как бы очень такой поверхностный взгляд. А вот попытаться проникнуть в мотивации и достоинства, которыми жили те люди, которые изображены в слово полку Игоря, это совсем другой подход. Он не национальный, этот подход. Тут националистам делать нечего. Ну, а панихида по Мазепе от ПЦУ в Киево-Печерской лавре – это национальный подход? Нет. Это подход самостийности. Самостийность не имеет национального измерения. Самостийность – это только что мы сами можем все. А уж каковы мы, когда сами можем все? Клан, род, народ, нация, цивилизация – это вопрос нашего самоопределения. Самостийность – это не обязательно про нацию. В этом смысле Мазепа, он за самостийность, не за нацию. Мазепа не националист, он самостийник. И в этом смысле молитва является сакральным моментом выражения именно этой мотивации. И я всецело на этой стороне. Я полностью поддерживаю эту молитву. Она в духе того, что я понимаю под Украиной. Потому что это не про нацию. Ну, есть над чем задуматься, конечно. Можно соглашаться, можно оппонировать. Это удобно делать в комментариях. Поэтому, друзья, пишите. Сергей, я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам. Берегите себя, дорогие друзья. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.